Занятие четвертое, закрытие первого уровня, продолжение. Если говорить об успешных людях, они делают то, что обычные делать не хотят, ну и получают то, что обычные люди не могут. Почему? Потому что делают то, что другие не хотят. Ну, предположим, спорт, имидж, этика, постоянное там саморазвитие, самообразование, то, что делает человека успешным. Да, по теме сегодняшнего занятия. Одна из причин, почему человек не может идти вперед вверх по карьере, да, это хвосты, которые и в рай, и вверх по карьере, новым возможностям и финансовым вершинам не пускают. Да? Собственно, с ними мы попрощаемся. У нас два блока вопросов. Второй, да, это основные грехи. И первый, это условия, когда человек, он к созданию проблем расположен. Да? То есть фактически первый блок вопросов – это отношение к законам, да, к духовным законам. Да? То есть фактически что отношение к закону, что должно, мы сегодня, да, прорабатываем, что необходимо формировать. По закону или против закона, да? Фактически это определяет, ты по пути света идешь двумя ногами. То есть если человек идет по пути света, то его основа, стержень, да, там каркас его убеждений, его решений, его поведения – это что? Это закон. То есть человек, который духовный, он действительно сказал, да, я хочу идти к Богу. А что значит идти к Богу? Это значит познавать Его закон и следовать этому закону. Закон – это воля Бога. Если человек говорит, не хочу, не буду там или еще какое-то, я круче Бога, корона на голове, ну, со всеми вытекающими последствиями. Да, гордыня разум отравила. Да, и, собственно, что хотят, ну, противники, да, что хочет зло. Чтобы человек не жил по закону, фактически, чтобы он шел не к Богу, а шел к ним, на их сторону, то, что хочет зло. Его цель – борьба с Богом, отрыв человека от Бога, и вот чтобы он жил не по закону, чтобы в нем правила лень, обман, тунеядство и прочие там всякие неприятности. Да? Поэтому первый вопрос, на который нужно ответить, это отношение к человеку к закону. Да, если ты идешь по пути света, закон – это воля Бога, и твоя задача – все, что мешает закону, убирать, закон реализовывать. Задача не светленьких, да, потирать руки, там, шептать на ушко, но в любом случае свернуть человека с пути света и оправдать, да, вот, нарушение. Да? Когда они оправданы? Когда отношение к закону, что это не основа его личности, да? Вот, скажем, я бессмертная душа, да, создан Богом по образу и подобию. Чтобы быть по образу и подобию дальше, нужно распаковывать понимание закона, формировать соответствующие убеждения, да, способы принятия решений, качества, навыки, там, ну и все проявления. Принять и реализовать. И это дает позитивный результат и дает покровительство свыше. А непринятие законов не хочется, я там по-другому считаю, что-либо еще, да, это уводит человека в сторону. Поэтому отношение к закону – это первичный показатель, человек с Богом или против Него. Какими должны быть убеждения, состояния, внешнее поведение, образ жизни, да, вот по закону. Принимает человек по закону, да, он движется в сторону иерархии света. Если у него, вот это должно быть, да, вот, основа, стержень, да, вот то, что свято. За что сражаются силы света? За то, чтобы восторжествовал духовный закон и позитивные ценности. Поэтому первый блок вопросов – это отношение к законам как таковым. Если для человека закон – это свято, тогда из этого следует, я не могу нарушить духовный закон, потому что я тогда ухожу от Бога. Если это отношение не выстроено, оно открывает двери для любых нарушений. Для любых. Причем здесь законы, причем здесь Бог. А я вот не хочу, а я вот по-другому считаю. А всем же можно, почему же мне нельзя? Ждут. То ли раньше, то ли позже. Как правило, достаточно быстро там
карма человека догоняет. Но в любом случае вы определяетесь. Идете по пути света, значит, нужно следовать закону. Основные грехи, вы их знаете, в 2 словах мы рассматривали. По первому уровню, скажем, это то, что касается физического мира. Да? По второму уровню это больше то, что касается психологии. Мы с вами идем по первому уровню, по Муладхаре. Насилие может быть психологическим, в данном случае насилие это физическое. Если насилие, то физическое. Да, имеешь право там кого-то ударить. Да? То, что касается именно первый уровень закона, в это тело, это материальные ценности. Поэтому основные грехи, которые якорем тянут человека, первое, присвоение чужого, любым недостойным способом. Присвоение это все правильно, все недостойно, любым способом, да. Чужое прилипает, неважно, обхитрил, там украл, неважно. Второе, лень и иждивенчество. То есть любые способы жить за счет других, неважно, на шею родителей, на шею государства, Альфонса на шею какого-то человека, потому что типа чувства или неважно. Человек живет за счет других, да, он паразит. Бесчестность, да, то есть врать, да, тоже считает, что закона нет, карма спит, прогуливает, да, тоже такое неуважение к Богу и к тонкому миру. И в целом, вот скажем, человек оправдывает ложь, это мерзопакостные мотивы сами по себе. Продажность это значит продавать секреты, фирмы там, или что-либо, да, то есть человека можно подкупить и склонить за счет денег к нарушению законов. Сегодня первое – это отношение к закону, это то, что свято, и мой долг сражаться за то, чтобы закон в полной мере вошел, и все, что мешает, чтобы оно было устранено. Противоположный сценарий – это оправдывать всевозможные нарушения, неважно, начиная от того, что спорт мне не нравится, заканчивая чем угодно, да, в том числе низкими доходами, перекладывая ответственность на кого угодно, но это уже за пределы первого уровня немножко выходит, да? Но по сути, то ли закон – это основа пути развития, что делает человек? Он познает и воплощает в себе, в своей жизни закон. Это отношение человека к закону. Ты в законе, тебе помогают боги. Ты